Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу Турецкие узоры. Всех поздравляю с наступившим Новым годом. Всем вам и нам добра, мира в каждый дом, здоровья, чтобы у всех все было хорошо. Ну и, конечно же, удачи. И сегодня на удачу, как символ Нового года, я буду вязать вот таких вот зайцев. Маленьких таких зайчиков. Несложную такую модель придумала. Вот, вторую пару сейчас вяжу. Думаю, ну, конечно же, первый выпуск нужно снять зайцев. Зайцев начну этот год. Так, теперь, значит, буду вязать вот эту вот сегодня модельку. Они обе похожи, просто я эту поставила, чтобы вы могли в разных цветах посмотреть. Это вот в светлом цвете, как они выглядят. Но здесь немножечко я по-другому вязала, но, в принципе, они похожи. А это вот такие вот кофейные такие вот зайцы. Прям кофе с молоком мне показалось. Значит, на размер они у меня 37-38. Я в процессе вязания буду все замерять в сантиметрах. Что мне для этого нужно? Спицы у меня круговые и 4-5 спиц для верха мне нужно будет. Номер 2,5. Спицы нам нужны. Ниточки в этот раз, какие ниточки использовала? У меня вот Ализа Экстра, новинка. Я вот один моток провязала, потом только обратила внимание, что теперь это новинка без шерсти. Ну вот, видимо, бараны закончились. Один акрил, стопроцентный акрил. Раньше она была с шерстью. Ага, 100 грамм, 220 метров. И это у меня тоже турецкий тунчмарка. В 100 граммах 225 метров, тоже стопроцентный акрил. Вот такие вот два цвета. Ну, а вы уже, конечно, подбираете любые цвета. А главное, чтобы они красиво смотрелись. Так, начну вязать. Сначала вязание начнем с мыска. На 2 спицах начну вязать мысок. Ну и потом все по очереди перейду. Так, размер сказала, спицы сказала. Ну что, начнем сразу вязать. Начнем вязание с мыска. Вот такого этого я зайца перерисовала. У меня есть еще вторая схема с интернета. Я обе схемы вставлю, как всегда, в сообщество на канале. Я почему перерисовала? Потому что длину ушей я на один ряд уменьшила. Сильно длинный, так как я буду вязать все лицевыми петлями. Поэтому длинноватые уши получились, я их уменьшила. Можете заскриншотить или же в сообществе на канале схему забрать. Значит, сейчас что мы сделаем? Что мы сделаем? На спице номер 2,5 я наберу 8 петель обычным способом. Узор я начну вязать, когда у меня на спице будет 18 петель. В каждом изнаночном ряду я буду делать прибавки в начале и в конце ряда, расширять мысок. Сначала свяжем мысок, а потом будем вязать остальной весь тапочек. Значит, сейчас первый ряд я провяжу без добавок. Все провяжу лицевыми петлями. Во втором ряду буду делать добавки. Ну и получится, что в каждом четном ряду я буду делать в начале и в конце по одной добавке. Так, провяжем, пока не будет 18 петель. Потом начнем вязать узор. Всего у меня на мыске будет 20 петель. Когда провяжу весь мысок, я его ширину и длину замерю. Как я уже говорила, у меня на размер 37-38 получился этот тапочек. Если кому-то размер нужно будет меньше, мысок оставляем такой же, а саму длину тапочка будем уменьшать, ну и по ширине. Ну и точно так же, если размер будет больше, то ширину и длину по подошве и по длине тапочка будем увеличивать тогда на пару рядов, пару петель. Так, сделала одну добавку в начале ряда, все вяжу лицевыми. И также в конце ряда сделаю одну добавку. Лицевая сторона у меня будет без прибавок. Одну добавку в конце ряда накинула. Последнюю кромочную вяжу изнаночной. Все вяжу лицевыми, делаю добавку. Провяжем необходимое количество. Я начало узора начну, половину провяжу вместе с вами. Там одним цветом у нас все вяжется. 2 цвета только в тапочках использовала. В общем, обо всем по порядку. Так, сейчас провяжу я 18 петель, пока у меня не будет на спице. И перейдем к узору. Провязала я 18 петель.
Последние 2 добавки сделаю с изнаночной стороны. Всего, как я уже говорила, у меня будет 20 петель. Сейчас будем вязать первый ряд узора. Прикрепляем коричневую ниточку, у меня коричневый цвет. Сзади закрепила. Первые 2 петельки провяжем основным цветом. Первую снимаю, вторую провязываю. 2 петельки коричневым цветом лицевыми. Все вяжу лицевыми. Две коричневым. Одна петелька светлая. 6 петель коричневым. Раз, два, три. Я по лицу, когда у меня будет много петель, буду ниточку перебрасывать. По изнаночной стороне я буду делать длинную протяжку. Потом по лицевой стороне, когда буду вязать, я ее буду подхватывать. Ну, то я потом по ходу дела покажу. 3, 6 петель вяжем коричневым. 5, 6. Одна светлым цветом. 4 темным. У меня коричневый. Раз, два, три, 4. И оставшиеся 2 петельки провяжу светлым цветом. Последнюю изнаночной. Здесь мысок маленький, поэтому приходится удерживать. Изнаночная сторона. Значит, по изнаночной стороне мы будем все петли вязать так, как они смотрят. Все буду вязать лицевыми. Вяжем плотно, петли сильно не вытягивайте. Сделаю последнюю прибавку. Светлый над светлым, темный над темным. Так вяжем до конца ряда. Первый ряд провяжу изнаночную, потом дальше изнаночные ряды показывать не буду. Время сэкономлю. Все. Вяжем по узору. А лицевую сторону уже будем вязать с прибавлением петель, а изнаночную так как лежат петли, так и вяжем. Кто вязал со мной вместе снегирей, я уже таким методом вязала. Только там было у нас много цветов. Здесь всего лишь 2 цвета, поэтому легко. Единственное, толстую нить не берите, потому что заяц получится тогда сильно вытянутый. И вот последняя у меня добавка. Все, больше добавок делать не буду. Переходим на второй ряд узора. Так, первую снимаю. Одну провязываю. 4 петельки темным цветом. Раз, два. Ниточку проведу. 3, 4. Одна светлым. 4 темным. Теперь смотрите, у нас здесь была большая протяжка сзади. 4 светлым. Ой, 4 темным. Теперь вот в эту протяжку я ее подхватываю. И вот так вот ниточку проведу через протяжку. Получается, что я ее подтянула.
4 провязали, 1 светлым цветом, 4 темным, 1, 2, 3, 4. И оставшиеся петли до конца ряда я провяжу светлым цветом. 4 петельки у меня остается. Все, дальше будем все вязать по узору, по изнаночной стороне, как я уже говорила. Никаких изменений не будет. Как выглядят петли, так мы их провязываем. Вяжем плотно. Вот так вот. Так. Переходим на изнаночную сторону, вяжем по узору. Третий ряд узора. Первые 2 петельки, первую снимаем, вторую провязываем светлым цветом. Далее вяжем 4 петли темным. Одна светлым. 5 петель темным цветом. Одна светлым цветом. Одна темным цветом. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем светлым цветом. Это у нас был третий ряд. Последняя изнаночная. Все, начало положено. Вот такое вот начало. Далее переходим на изнанку. Вяжем темный над темным, светлый над светлым. Четвертый ряд узора. Первые 3 петли вместе с кромочной провяжем светлым цветом. 1, 2, 3. 2 петли темным. 1, 2. 1 петелька светлым цветом. 6 петель темным, лицевыми. Все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 светлым. 2 темным, 2 петли темным цветом. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем светлым цветом. И идем, также вяжем по изнаночной стороне все по рисунку. Это был 4-й ряд. Вот 4-й провязали. 5-й ряд узора. 5-й ряд. Первые 5 петель мы провяжем светлым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 6 петель провяжем темным цветом. 1, 2, 3. Сзади у меня была большая протяжка. Я ее подхватываю и через нее буду эту нить провела по лицевой стороне, а на задние протяжки я подхватываю. Так, 6 петель, 5, 6 темным, 1 светлым, 5 петель темным, 1, 2, 3, 4, 5. Остальные до конца ряда вяжем светлым цветом. Все, принцип вязания вот такой. Все, вяжем по узору, смотрим в схему.
И все вяжем лицевыми. Значит, до сюда я довязала. Думаю, всем понятно, как это все вяжется. Прибавки мы уже сделали, больше прибавок делать не буду. Сейчас мы провяжем с вами зайца всего самостоятельно до конца. По изнаночной стороне я протяжку оставляю, как я уже говорила, подхватываю ее по лицевой. Не смотрите, что мысочек получается маленький, он еще обвяжется. Это вот модель такая, я его примерила, все это выкладывается, нормально сидит. Так что сразу не это самое, что он маленький. Довяжу сейчас до конца, это все замерю дело. Значит, что теперь? Теперь берем схему и вот делаем по лицу, по схеме делаем прибавки. Здесь коричневым добавить одну, здесь убавить одну коричневую. Это для тех, кто спрашивал, как вязать по схеме. Вот я начало вам провязала вместе с вами. Значит, закончим сейчас зайца, кролика, зайца, как его назвать. Заканчиваем самостоятельно и встречаемся. Закончили вязать зайца нашего. Теперь, что я сделаю? По изнанке, в начале и в конце ряда по одной петельке сокращу до 14 петель. 2 петельки провяжу вместе в начале ряда, только по изнанке. Ой, 2 вместе. Идем до конца. И также 2 вместе закрою в конце ряда. Далее вяжу все лицевыми. И в конце ряда 2 петельки провязываю тоже вместе. Последнюю провяжу, как всегда, изнаночной. По лицевой стороне вяжу все лицевыми петельками. С изнаночной опять 2 петельки сокращу. Всего у меня вот этих вот зубчиков будет 25 зубчиков. Провяжу и закрою петли. Ниточку обрезать не будем. Потом будем вязать боковые стороны. Значит, сейчас довязываем, заканчиваем наш мысок, закрываем петли. Я вяжу плотно, поэтому немножко туго идет. Так, все, довяжем до конца, по изнанке по 2 петельки сократим. Закончили вязать мысок, закрыли петли. Теперь, что у нас получилось в сантиметрах? В ширину 6,5 у меня, высота мыска 10,5. Дальше, что я буду делать дальше? Сейчас наберу, вот последнюю петельку на спице оставила, наберу боковую часть, вот эту вот часть наберу, я наберу 20 петель. Если у вас размер больше 38, наберите 22, 24, в общем, по своему размеру, по своему метражу. Так, теперь на спицу набираем 20 петелек. 4, 5, 6. Набираем петли. Набрали петли. Дальше буду переходить на круговые. Буду обвязывать, набирать дальше петли по всему мыску. Теперь эти набранные петли провяжу лицевыми все. Первая, придется мне ее просто перекрутить. Далее все провязываем. Все провязываем лицевыми. Не растягивая. По одной. Провяжем все 20 петель лицевыми. Теперь, что мы будем делать дальше? Наберем по всему мыску петельки. Но вот сейчас постараюсь вам объяснить. Смотрите, у меня высота мыска 25 зубчиков рядов. Если я под каждой петелькой буду набирать обычным способом по одной петельке вытягивать, значит, по боковой стороне у меня получится 25. И на мыске у меня было 8 петель, половинка 4, это будет 29. Я набрала до середины 38 петель, на 9 петель больше. Набирала по 2, не по одной, а вот именно на вот этом вот повороте набирала по 2 петельки. Сейчас я до этого дойду, покажу. Для чего? Чтобы у меня мысок вот так вот веером лег, в общем.
Если бы я набирала в каждую петельку, он бы у меня сразу бы заворачивался под низ. Поэтому я буду здесь набирать вот именно на вот этом вот повороте. Вот где начинается зайкин хвост. Вот здесь я сейчас до сюда довяжу. До этого места я буду набирать обычным способом по одной петельке. Дальше буду через одну по 2 с помощью накидов делать. Вот так вот, чтобы вот это вот он тогда хорошо выложится, это все дело. Значит, что сейчас делаем? На 10 петель, на 9, на 10 петель вот эту вот часть наберем на 9, на 10 петель больше. Если, допустим, вот посчитаете, если, допустим, у вас эта половинка 40 петель получается, то вы наберите там 49 или 50. Вот эту вот часть нам нужно расширить, чтобы она свободно вот так вот, как я уже сказала, веерочком лягла. Так, теперь, что мы сейчас делаем? Идем по одной петельке, добавляем по 2 дужками, набираем одну петельку. Дойдем до кроличьего хвоста, и там будем набирать уже немножечко по-другому. Набираем сейчас по одной. Так, дошла я, вот у меня здесь со следующего ряда начинается хвостик. Ну, я так просчитала, что именно вот на этом повороте вот начинается мысок у нас закругляться, поэтому я его здесь буду расширять. Значит, сейчас одну петельку добавляю, а одну делаю добавку, вот накид делаю. Теперь следующие 2 провяжу обычным способом, добавлю. Между ними еще одну лишнюю добавлю. Ну и так вот равномерно я добавлю 9 петель. Хотя я хотела добавить 10, но просчиталась, получилось 9 у меня. Так, это я добавила 2. Сейчас еще одну. 2 вытягиваю, одну в виде накида такого перекрученного добавляю. 3. Так, до середины добавим. И точно так же сделаем эту сторону. Добавим петельки, дойдем до конца, доберем 20 петель и обратно вернусь все лицевыми петлями. На лицевой стороне получится у нас изнаночные. Ой, разогналась. Значит, что сейчас делаем? Добавляем петли, провяжем мысок до конца, доберем 20 петель и по изнанке вернемся все лицевыми петельками. Вот так вот добавим все, и у нас по лицевой стороне будет такая, как изнаночная вот строчка проходить. Добавляем петли. Так, вот такой у нас мысок получается. Набрали все петли, вернулись лицевыми петельками. Так, пришли в начало ряда. Теперь будем вязать боковые стороны. Узор у меня такой зигзаг узор. Так, перетяну. Узор будет из тоже двухцветный. Так, подвяжем коричневую ниточку. Что-то я не приготовилась. Так, первый ряд узора. Что я буду тут делать? Первую кромочную петельку снимаю. Следующие 2 петли провяжу лицевыми темным цветом. 2 лицевых темным цветом. Одну петельку снимаю не провязанной. 2 петельки темным цветом. Одну снимаю не провязанной. И так будем вязать до конца ряда. 2 лицевых темным цветом провязываем, одну снимаю не провязываем. 2 провязываем, одну сняли. 2 провязали, одну сняли. Так идем до конца ряда. Второй ряд узора, изнаночная сторона. Значит, продолжаем. Что мы здесь сделаем? Первую петельку кромочную снимаю. Провязанные петли я буду провязывать лицевыми. Снятые петли я буду снимать не провязывая. Значит, темный цвет 2 провязали лицевыми. Ниточку перед работой сняли непровязанную петельку.
темный цвет провязываем 2 лицевыми, снятую петельку снимаем, не провязывая. Так идем до конца ряда. 2 провязали лицевыми, снятую петельку сняли, 2 провязали лицевыми, снятую сняли. Вяжем до конца. Третий ряд узора. Значит, у нас что получается? 2 ряда мы провязываем лицевой и изнаночный темным цветом, и потом 2 ряда светлым цветом. Опять темным будут ряды чередоваться. Сейчас у нас идет светлая нить. И немножечко будем их сдвигать. Вот так вот будет по 2 петелечки сдвигаться. Вот эти вот зигзаг получится такой. Так, это третий ряд. Первую петельку снимаем. Теперь опять принцип тот же. 2 петельки будем провязывать светлым цветом лицевыми. 1 петельку будем снимать. Какую мы будем снимать петельку? Вот перед снятой. В том ряду у нас была белая снятая. Сейчас мы перед снятой петельку будем снимать. Значит, в начале ряда всего 1 петельку мы провяжем светлым цветом лицевой. Следующую петельку перед снятой снимаю не провязанной. Следующие 2 провязываем лицевой. 2 петельки лицевой светлым цветом. 1 снимаем. Опять 2 петельки светлым провязали. Перед снятой 1 петельку снимаем не провязывая. И так идем до конца ряда. Две петельки провязываем лицевой, 1 снимаем не провязывая, 2 лицевой, 1 снимаем не провязывая. По изнанке вернемся точно так же. Провязанные петли будем провязывать лицевыми, снятые петли будем снимать точно так же, как мы вязали изнанку в предыдущем ряду. Вся изнанка будет вязаться одинаково. Значит, вяжем до конца ряда сейчас. Опять 2 светлых петельки лицевыми, 1 темную снимаем не провязывая. Идем до конца ряда. Изнаночный ряд провязываем, как вязали второй. Закончили мы вязать белым цветом, светлым цветом. Опять переходим на темный цвет. И опять у нас идет повтор. Все вяжем точно так же. 2 петельки провязываем, 1 снимаем. И по изнанке вяжем, как вязали второй ряд. Так, темный цвет берем теперь. Так, это у нас был 1, 2, 3, 4. Это сейчас получается 5-й ряд. Смотрите, вот теперь у нас коричневая была снятая. Перед ней мы петельку снимаем. 2 провязываем темным цветом. Здесь у меня первая петелька получается падает. Ее нужно снимать. Можно ее провязать, но я ее буду снимать. Потом по подошве здесь будут петли набираться. Ничего страшного, что получается 2 снятых. Значит, 1 сняли, 2 провязали, 2 темным лицевыми. Перед снятой светлую петельку снимаем. Опять 2 темных лицевыми. 1 снимаем не провязывая, 2 темных. Все, и так получается, что у нас получается зигзаг. Петельки вот по одной в каждом ряду сдвигаются. Все, вот такой вот узор. 1 снимаем, опять 2 темным. Перед снятой петелькой петельку снимаем. Далее 2 лицевыми темным цветом. Так вяжем до конца. По изнаночной стороне снятые петли будем снимать также, провязанные петли будем провязывать. Значит, вот таким вот узором я сейчас провяжу. Сколько я сейчас провяжу? Сейчас замерю. 4,5 сантиметра у меня. Последние 2 ряда я провяжу светлым цветом. 1 ряд лицевой, 1 ряд изнаночный. И на этом вот эту вот высоту закончу. Всего будет, но я потом еще раз в сыром виде замеряю. Ну вот, судя по тапочку, 4,5. Значит, сейчас свяжем, довяжем этот узор.
Последние два ряда. Один ряд светлым цветом провяжем лицевыми, один ряд изнаночными и перейдем к подошве. Вяжем. Закончила я вязать боковые части. Вот такое вот у меня дело получилось. Теперь, что мы будем делать дальше? Находим средние 3 петельки. И с них буду начинать вязать подошву. Почему с 3 петель? Сейчас я вам скажу почему. Потому что вот у нас вот эта вот боковая часть, которую мы вывязали, она у нас, получается, перегибается. Половинка идет у нее на подошву. Вот. И я начинаю с 3 петель, чтобы здесь не было сильно широко. С каждой боковой спицы буду добирать по одной петельке. Расширю до 13 петель. И буду вязать до 5. Все. Дальше также провяжу пятку. Вот так вот я их вязала. Теперь вот я нашла эти 3 петельки средних. Всю подошву буду вязать тоже платочной вязкой, лицевыми петлями. Там ниточку обрезала. Сейчас мы сюда ее подвяжем. Ой, тут вот на этих круговых не очень удобно. Пока начало, потом немножечко развяжется. Провязываю первые 3 петельки лицевыми. Провязали, развернулись. Первые 3 провязала. Опа. Развернулась. Опять 3 петельки вяжу лицевыми. И 4-ю провязываю с боковой спицы. Добавляем одну. Вот одну петельку провязала лицевой с боковой. Развернулись. Опять теперь провязываю 4 и 5-ю петельку добавляю с боковой спицы. Так, подтягиваем, чтобы это не улетело все. Я сейчас это, конечно, распущу, потому что петли вот здесь вытянула, так как на столе это не очень удобно делать. Поэтому сам метод, как я вязала, покажу. Так, еще одну добавляем с боковой спицы. Так, и так идем, пока не наберем нужное количество петель. Я расширю до 13. Опять же, примеряйте, какой у вас размер. Можно 11 петель всего лишь расширить. Можно 9, если маленькая ножка. Вот половину мыска провяжете. Примерить нужно желательно. Так. Сейчас я это все в кучу соберу. Буду на 2 спицах вязать. Все, расширим, а потом будем закрывать по методу пятки. Крайние по 2 петельки будем закрывать. Когда расширим до нужного нам количества, по 2 петельки будем закрывать. Нет, так неудобно. Так, добрали с левой спицы, потом добрали одну с правой спицы и все вяжу лицевыми. Одну добрали. Ой. И разворачиваемся. И точно так же с обратной стороны сделаем. Все, вяжем подошву, добираем нужное количество петелек. Доберем, потом будем соединять по 2 вместе. Добрали, расширили нужное нам количество петелек на подошве. Теперь продолжаем дальше вязать до последней петельки. Закрываем крайние петли по 2. Одну петельку с подошвы, одну петельку с боковой спицы. По изнанке я буду закрывать лицевой петелькой 2 вместе провязывать. По лицевой стороне я буду закрывать изнаночной 2 вместе. Провязываем все лицевой и 2 последние закрываю изнаночной. Ой, слетела. Пришли в конец ряда. Предпоследняя.
И последнюю с петелькой из боковой спицы закрываю вместе, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Все. Так провяжем до 5. Я к вам вернусь, и там будем набирать. Я наберу здесь петельки, чтобы покрасивше было. Все. Вяжу все платочкой. Боковые петли соединяю, по 2 провязываю вместе. Вяжем. Закончили вязать подошву. Так, вот такое получилось. Сколько она у меня в свободном от начала до конца 20 сантиметров. Растянется, будет 23. Так, теперь что дальше буду делать? Я закончила здесь. Если вы закончите с этой стороны, будете набирать по этой стороне тогда. Значит, как я закончила 5, сейчас покажу. С каждой стороны я наберу по 16 петель. Так. Под 2 дужками вытягиваю петельку, набираю. Таким методом наберу 16 петель. Я набираем петельки. Набрала петли с этой стороны. Теперь возвращаюсь обратно лицевыми петельками. Провяжу все вот до противоположной стороны. Провяжу все петли лицевыми. Так, первую сниму. Плотненько все вяжем лицевыми. Вяжем. Провязали лицевыми. У меня здесь оставались 2 петельки. Я их сейчас соединю вместе. Последние 2. Теперь перехожу на эту сторону и точно так же по этой стороне набираю петли по боковушке. И вернусь обратно изнаночными. И потом буду вязать пятку обычным способом, закрывать по 2 петельки с 2 сторон. По 2 дужки, захватываю петельку, набираем. Подтянули, захватили, набираем петли до конца. Набрали петли, возвращаемся изнаночными. Пятую будем вязать, все петельки будем вязать лицевыми. По лицевой стороне буду сокращать, соединять по 2 вместе изнаночной петлей. По изнаночной стороне 2 вместе буду соединять лицевой петлей. Так, сейчас что я делаю? Вяжем петли 5 вяжем до конца, последние 2 петельки будем соединять. Провязали до последней петельки. Последнюю петельку соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночной. Разворачиваемся. По изнаночной стороне провязываю 13 петель лицевыми. 13-ю последнюю петельку провяжу с петелькой с боковой спицы лицевой. Пришли в конец ряда. Последние 2 петельки провязываю лицевой. Развернулись и все, продолжаем вязать наш задник, боковые петельки закрываем, соединяем по 2 вместе, провяжем все петельки
до последней с боковой спицы, закроем пяту, закроем петли и сделаем обвязку тапочка. Так, еще сейчас вот последняя петелька, 2 вместе, я закрываю изнаночной. Подтянули и продолжаем так вязать. Закрываем все петли. Закончили вязать пятку, закрыли петельки все. Теперь набираю петли по всему тапочку наберу. Значит, что я сделаю? Я наберу 62 петельки, 63, по-моему, 63 у меня. Если у вас получится здесь много, их потом можно будет сократить. Вот когда мы будем лицевыми вязать, можно будет по парочку петелек сократить. Или же, когда вот пятку закрывать, тоже можно вверху по 2 петельки сократить. Теперь я коричневым цветом наберу петельки и первый ряд провяжу все изнаночными под 2 дужки, вот как всегда, вытягиваю ниточку и по всему тапочку наберу петельки. Значит, спица у меня сейчас номер 2,5. Я провяжу всего 12 рядов лицевыми. Первый ряд провяжу изнаночными, потом дальше буду вязать лицевыми. Провяжу 12 рядов. С 6 ряда, это будет внутренняя уже пойдет сторона обвязки, я перейду на спицы номер 2, на пол номера меньше. Так эта бейка выкладывается лучше. Значит, набираем петли и первый ряд пройдем все изнаночными. Значит, что я сделала? Провязала первый ряд изнаночными темным цветом. Следующие 12 рядов я вязала по кругу лицевыми петлями. Провязала 12 рядов, и это у меня получилось в сантиметрах 3 сантиметра. Вот так вот. Теперь это я сейчас буду это все монтировать дело. Так, что еще замерить? Давайте еще замерю мысок, замеряю. Мысок в ширину 9 сантиметров. Мысок в ширину. Подошву я мерила вам. Так, теперь что делаем дальше? Выворачиваем и будем монтировать. Что еще хотела сказать? Что у меня осталось? Вот смотрите, тапочек у нас закончен. Значит, третья часть светлого цвета от моточка. Меньше половины. И больше, чем половина мотка коричневых. Так что из 2 мотков можно связать 2 пары небольшого размера. Только одни за основную нить взять темный цвет, а другую пару взять светлый цвет. В общем, совместить, и я думаю, хватит на 37 размер, если 2 связать, 2 моточка. Ну да, по 100 грамм хватит. Так, теперь вывернули это, я выворачиваю наизнанку и буду прикреплять. Вот мы первый ряд набирали, я здесь уже провязала, чтобы было более здесь понятно. Первый ряд набирали мы темной нитью. Вот они такие поперечные у нас петельки идут. Одну петельку со спицы буду снимать. Одну петельку подхватываю. Подхватила. Ой, распустила. Гляньте, что ж я сделала. Ну, вот балда. В общем, подхватываем и протягиваем. Сейчас подхвачу, вернусь. Продолжаю. Хотела по-быстренькому закончить, вот как всегда. Вот у нас идет вот ряд, который мы набирали в начале коричневый. И одну петельку со спицы, одну петельку подхватываем. Так. Теперь протягиваем через 2 петельки ниточку. Провязала. Следующую петельку снимаю. Опять подхватываю здесь петельку коричневого цвета. Ах, тут все такое рябое, тяжело понять. Вот она. Первая пунктирная линия. Мы за нее будем примонтируем.
Ой, я могу некоторые слова неправильно выговаривать, но не обращайте внимания. Главное, чтобы было понятно, как вязать. Я 25 лет, как иностранка, можно сказать, живу в чужой стране, поэтому иногда с русским напряг бывает. Вот подхватили петельку, захватили, привязали. Так, что у нас здесь дальше? Снимаю со спицы. Сейчас вторую сразу перекину, потому что она соскочит. Так что идем, выравниваем все, чтобы вот по переду, я иногда у некоторых девчонок вижу, перекошенный вот этот вот отделка, вот эта вот обвязка перетягивает. Если у вас перетянуло, лучше распустите несколько рядов и перевяжите, потому что дальше после стирки оно затянет еще больше. Не оставляйте так. Я понимаю, что хочется по-быстренькому это все закончить, но выравниваем петельки вот так вот. Все выравниваем, чтобы совпадало, чтобы это было ровно. Вот и на этой стороне, и на этой стороне. Вот так вот, чтобы они в кость не шли. Вот петелька совпадает с петелькой с наборного ряда. И вот по одной привяжем, закроем все петли, закончим нашу окантовочку. На этом сегодня будет все. Вроде бы все замерила, основное все рассказала. Новое видео я уже готовлю. Расписываю схему, сижу. Так. Ну вот, понятно, да? Так, по одной закрываем. Вот такая вот беечка у нас получится. Выворачивать уже его не буду. Вот такая вот будет. Еще раз его прокручу вам. Подошва. Все. На этом все. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся.